Привет, друзья! Вы на канале Семья Морозовых, стоит попробовать. Арбуз. Польза арбуза. Арбуз как лекарство и арбуз как пища. Обязательно досмотрите видео до конца, вас ждут интересные факты об этой вкусной ягоде, ее удивительных лечебных свойствах, а также вы узнаете рецепты здоровья из арбузных корочек и семян. Арбуз – бахчевая культура. Родина арбуза – Южная Африка. Арбуз – стелющееся растение. Арбузы теплолюбивые и засухоустойчивые, не переносят заморозков. В Сибири выращивают арбузы через рассаду, в теплицах или на теплых грядках. Арбузам отводят песчаные и супесчаные почвы, хорошо обработанные. Чем полезны плоды арбуза? Плоды арбуза не только сочные, вкусные и ароматные, они содержат важные для человека витамины, сахара, различные соли и другие вещества. Какие витамины и вещества содержатся в арбузе? В арбузе содержатся витамины С, ПП, ББ2, каротин, фолиевая кислота, клетчатка, пектин, углеводы и соли калия. При каких болезнях нужно употреблять арбуз? Арбуз оказывает благотворное влияние при болезнях почек, в том числе и при камнях, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в том числе при гипертонии. Арбузы прекрасно утоляют жажду при лихорадке, а также способствуют выведению ядовитых веществ из организма. Арбуз – незаменимое мочегонное средство при отеках, связанных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Клетчатка арбуза усиливает перистальтику кишечника, ускоряет выведение избытка холестерина. Диетологи считают, что в день можно употреблять 2-2,5 кг арбуза. Нет лучшей пищи для больных склерозом, подагрой, артритами, диабетом, чем арбуз. А теперь все по порядку. Что и как лечить арбузом? Чистка организма арбузом, а не клизмой. Арбуз содержит очень много воды, а это значит, он отлично утоляет жажду и обладает ярко выраженным мочегонным эффектом. Арбуз выводит из организма шлаки и яды, чистит почки, кишечник и кровь. Арбузы не вызывают раздражения почек и мочевыводящих путей, не вызывают метеоризма кишечника. Средства нет вкуснее от ненужных камней. Арбуз при почечных камнях. Арбуз и мякоть и корки оказывает хороший лечебный эффект при почечных камнях. Он способствует переводу солей в более растворимое состояние и быстро выводит эти соли из организма. Сахар арбузный всем очень нужен. Арбуз при сахарном диабете. Ученые-биохимики утверждают, что сладкий вкус мякоти арбуза определяется не столько высоким содержанием сахаров, сколько их составом. Большая часть сахаров представлена фруктозой, самой сладкой и легко усвояемой организмом. Поэтому арбуз весьма желателен даже для больных сахарным диабетом. Арбузный сок для розовых щек. Арбуз для лечения малокровия. В арбузе много легко усвояемых солей железа, необходимых для кроветворения и лечения анемии. По содержанию железа арбуз занимает одно из первых мест среди овощей и фруктов. Кроме того, железо в арбузе благоприятно сочетается с фолиевой кислотой и магнием, что делает еще более эффективным для лечения малокровия. Арбуз поел, стал весел и смел. Арбуз лечит головные боли, страх, тревоги.
Если вас мучают частые головные боли, страхи и тревоги, то, может быть, вашему организму не хватает магния? К сожалению, в наших растительных продуктах питания магния обычно слишком мало. Исключением является арбуз. Фолиевая кислота каждому нужна. Арбуз против атеросклероза, гипертонии, подагры и артрита. Арбуз – чемпион по содержанию фолиевой кислоты, которая активно участвует в процессах кроветворения. Влияет на сохранение равновесия химических процессов, происходящих в организме. Не за горами арбузная пора, поэтому старайтесь как можно эффективнее использовать арбузный сезон и обогатить свой организм необходимыми веществами. Содержащаяся в арбузе фолиевая кислота и витамин С способствуют выведению из организма холестерина, поэтому арбуз рекомендован при атеросклерозе, гипертонии, подагре и артрите. Фолиевая кислота – влияние на кожу лица сока арбуза. Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты сок арбуза прекрасно тонизирует и отбеливает кожу, улучшает цвет лица. Косметологи рекомендуют всю осень умываться соком арбуза. Несколько раз в день смочить лицо свежеприготовленным соком, после чего умыться холодной водой. Арбуз при заболеваниях печени и желчного пузыря. Рецепт. Арбуз, его мякоть и корки обладают сильным желчегонным эффектом, что делает арбуз полезным при заболеваниях печени и желчного пузыря. Рецепт из корок арбуза. 2 столовые ложки высушенных и измельченных корок арбуза залить 500 мл кипятка. Это 2 стакана объемом 250 мл или 0,5 литра. Настоять, процедить. Принимать по 100 мл 5 раз в день за 30 минут до еды. Пользоваться этим арбузным лекарством можно круглый год. Приготовить его нужно, как только появится горечь во рту. Арбузные корки насушить заранее. Арбузное лечение повышенного давления. Рецепт. Арбуз, мякоть, корки и семена содержат соли калия и тем самым является прекрасным средством при лечении гипертонической болезни. Если корки и семена собрать, высушить и перемолоть, получится именно то, что нужно гипертоникам. Применять полученный порошок по 0,5 половине чайной ложки 2 раза в день в течение месяца. И ваше давление обязательно снизится. Арбузные семечки с молоком. Противоглистное средство. Рецепт. Растертые семечки арбуза смешивают с молоком 1 к 100 и используют как противоглистное средство. Арбузное масло. Применение. В семечках арбуза содержится до 50% жирного масла. По вкусу арбузное масло не уступает оливковому, а по медицинской ценности заменит миндальное. Его используют при запорах, гастритах, бронхитах, гепатитах, отитах, а также для размягчения различных опухолей и воспалений. Арбуз для красоты. Красивые блестящие волосы, нежная упругая кожа, стройная фигура, веселый нрав, когда организм не испытывает недостатка в пантотеновой кислоте. Она стройнит тело, врачует душу, регулирует рост и вес. Помогает в борьбе с ожирением и целлюлитом. Благотворно влияет на нервную систему при депрессии и стрессе. На обмен веществ в организме, снижает риск сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний. Всего 2 ломтика арбуза содержат 50% рекомендуемой суточной нормы пантотеновой кислоты. Полезно есть арбуз при лечении антибиотиками, потому что пантотеновая кислота снижает неблагоприятные побочные действия антибиотиков. Арбуз против старости.
Канадские ученые связывают преждевременное старение, хроническую усталость и многие болезни внутренних органов с закислением крови. Ее реакция должна быть слабощелочной. Однако привычные нам продукты, особенно богатые животным белком, способны сдвинуть равновесие крови в кислую сторону. Поэтому ученые советуют есть как можно больше арбузов. Щелочные соединения, содержащиеся в арбузах, нормализуют кислотно-щелочной баланс. А знаете ли вы, что в арбузных корках намного больше витаминов, чем в мякоти? Если измельчить арбузные корки, то получится прекрасная маска для лица и волос. Настой сушеной корки арбуза пьют при воспалении толстого кишечника. Из арбузных корок делают цукаты. 200-граммовая порция арбуза полностью удовлетворяет суточную потребность организма в фолиевой кислоте. Арбуз тонизирует нервную систему, поэтому нежелательно употреблять его на ночь. Если вы разрезали арбуз и в его мякоти видны желтые, несколько уплотненные участки величиной от 0,5 до 2 см и более, такой арбуз напичкан ядохимикатами. Употреблять его в пищу нельзя. Можно отравиться. Летите с нами, летите сами и будьте здоровы! Ссылки на полезные плейлисты будут в описании. С Любовью Морозовой. Пока-пока.